Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео поговорим о том, как избавиться от любого негатива, от сглаза, которые вам направили ваши враги и ваши недоброжелатели. Для этого понадобится вам буквально одна вещь, которую вам нужно будет разорвать, которую вам нужно будет разрезать и сказать определенные слова, благодаря которым вы сможете избавиться от этого негатива и вернуть все зло, весь негатив, все то, что вам пытались отправить мыслями или действиями, словами, вернется людям обратно. Давайте с вами более детально далее разбираться. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: я, ваше полное имя, заслуживаю денег, я заслуживаю иметь много денег, я притягиваю к себе огромные суммы денег. Вот не поленитесь сейчас, девочки и мальчики, и пропишите эти магические слова. Главное, прописываем имя полное и, пожалуйста, с большой буквы. Еще раз: я, ваше имя, заслуживаю денег, я заслуживаю иметь много денег, я притягиваю к себе огромные суммы денег. Друзья, мы с вами живем в мире, где есть недоброжелатели, где есть враги, и, конечно же, каждый из нас проживает определенные моменты в своей жизни. И часто бывает так, что вы чувствуете, что в вашем окружении есть люди, которые вам завидуют, которые отправляют вам посылы, проклинают вас. И это очень важно понимать, что если вы не будете защищаться, то, к сожалению, в один момент происходит энергетический разрыв, и вот этот негатив начинает поступать к вам. Конечно же, очень много людей, которые есть лидеры, которые активные по жизни, пока не произошло какое-то у них событие, пока их не надломило, у них энергетика сильная, знаете, у них такая вот защита энергетическая. Но каждый из нас имеет право болеть, переживать и так далее. И, соответственно, в эти моменты мы теряем энергию. И, соответственно, когда в этот момент направляется в нашу сторону негатив, то именно в этом случае на нас начинает происходить энергетическое нападение. Это очень печально, ужасно, и, к сожалению, многие люди впадают в депрессию, в апатию, слезы, истерика, и не знают, что делать, начинают обвинять все и всех. Здесь ваша главная задача защитить себя, защитить свою семью, обезопасить себя. Иногда это сложно сделать, потому что многие люди вот в момент какой-то тяжелой ситуации, они забывают обо всем. И вот ваша задача не забывать. Что-то произошло, проведите практику, скажите магические слова, и это вам обязательно поможет в жизни. Не бойтесь этого. Кроме того, научитесь смотреть правде в глаза. Очень часто мы с вами, многие люди, почему-то им нравится жить в каких-то в розовых мечтах и не замечать вот того, что происходит. Иногда это сделано для того, чтобы человек прошел какой-то жизненный урок и вышел из жизненного этого урока с высоко поднятой головой. Но чтобы это было так, конечно же, нужно соблюдать определенные правила. Старайтесь как можно меньше рассказывать о себе, о своей жизни, в том числе и о том, сколько вы зарабатываете, сколько зарабатывает ваша семья. Вы нам неоднократно пишете в комментариях о том, что ой, я вот рассказываю о том, сколько я зарабатываю, где я путешествую, что я купила и так далее, и так далее. Вы должны понимать о том, что в вашем случае ваш язык ваш враг, и вы тем самым вот привлекаете к себе вот таких вот людей. В какой-то степени это паразиты, это люди, которые питаются энергией, в первую очередь за счет других. А когда вы рассказываете, делитесь, они еще и умеют управлять этими энергиями осознанно, как правило, и забирают у вас это все. А потом вы остаетесь у разбитого корыта, а они, наоборот, начинают иметь те или иные возможности, деньги, достаток в своей жизни. Поэтому, чтобы этого не было, будьте все-таки внимательны, будьте осторожны, не приглашайте в свой дом тех людей, которых вы мало знаете, или, возможно, вы знаете, но вы должны понимать и то, что люди завидуют. Сейчас такое вот тяжелое время, когда тьма испытывает людей. К сожалению,
Многие люди на это ведутся, и потом происходят определенные события. Поэтому, чтобы такого не было, пожалуйста, будьте немножко внимательны, будьте немножечко осторожными, любите свою ценю, цените. Лучше придите домой и поговорите сами с собой, заодно и проверьте, как вы разговариваете, как вы транслируете в этот мир. Потому что очень многие, к сожалению, знаете, любят скандалить, ругаться, но когда их просишь выступить на публике, поговорить, рассказать о чем-то, то люди начинают теряться, уже готовы лезть под стол, потому что боятся. Не стоит ничего бояться, лучше займитесь чем-то созидательным. Это будет правильно, потому что когда на вас отправляется вот такая энергетическая атака, да, вы приходите домой, вы приходите в слезах, в соплях, вы не знаете, что вам делать, и это со временем приводит к не очень хорошим последствиям, потому что вы начинаете осознанно или неосознанно притягивать вот эти деструктивные энергии, которые разрушают вашу жизнь. То есть у вас появляется определенная энергетическая пробоина, которая и дает вам сбой. Поэтому, если вы чувствуете, что в вашем окружении есть люди, которые вам завидуют, которые за вашей спиной обсуждают вас не в хорошем свете, сплетничают, то лучше всего провести одну очень простую практику. Эта практика, она не привязана ни к фазе Луны, ни к дню. Вот вы почувствовали, что что-то не так в вашей жизни. Что мы делаем? Вот пришли домой, искупались, волосы обязательно также моем, и вам нужно для начала надеть любой головной убор. Это может быть шапка, это может быть платочек, это может быть какой-то шарфик. Главное покрыть голову, это очень важно. И вот в этом головном уборе лечь спать. Часто кто-то скажет о том, что мне неудобно так спать. Ради этой практики сделайте это, пожалуйста. Она очень простая, да, она вызывает какие-то определенные неудобства, но вы же защищаете и оберегаете себя. Это очень важно, девочки и мальчики, осознавать и понимать. Итак, надели вы шапку, это может быть еще раз шарфик, и ложитесь отдыхать. Уже после того, как вы завязали или надели, вы уже ни с кем не разговариваете. Ваши мысли в этот момент должны быть только со словами благодарности высшим силам, своему ангелу, хранителю, архангелам. То есть все, вот именно в мыслях вы должны отправлять правильные посылы, представлять себе, что вы защищены, защищен ваш дом или ваша квартира, то место, где вы проживаете. Просто наденьте купол и представляйте, что вы находитесь в свете, вот в таком вот свете, которое вот притягивает потоки изобилия, достатка, благополучия, счастья, радости, здоровья. Это очень важно. На следующее утро вы проснулись. Первым делом, что мы делаем? Снимаем вот этот головной убор и берем ножницы. Желательно, чтобы эти ножницы хорошо резали. И вот этот головной убор, который у вас был, вам нужно разрезать на максимально мелкие кусочки. Возможно, вам придется, если вы на работу ходите, то вам нужно постараться пораньше проснуться, чтобы успеть на работу, сделать свои утренние все практики и дела, и в то же время успеть это провести практику. Берем ножницами и разрезаем на мелкие кусочки. В этот момент вы представляете, когда вы режете, что вы не просто режете, да, это свою шапочку или платочек, вы и разрезаете вот тот негатив или вот те паутинки, те мысли, те слова, которые отправляются и отправлены в ваш адрес. И представляете, как оно исчезает из вашей жизни, улетучивается. После того, как вы это все делаете, в этот момент вот напишите себе на листке бумаги следующие слова, которые вам нужно будет произносить вот во время того, как вы будете проводить эту практику. Они звучат следующим образом. Ножницами разрезаю, зло разрушаю, проклятие обратно возвращаю, здоровье и силу приумножаю. Еще раз, девочки и мальчики. Ножницами разрезаю, зло разрушаю, проклятие обратно возвращаю, здоровье и силу приумножаю. После этого, как вы уже все это разрезали, мы берем черный пакет. Если у вас дома нет черного пакета, подготовьте. А если у вас есть черный мусорный пакет, возьмите черный мусорный пакет и отправьте туда вот эти лоскутки. Все с ниточками,
возможно, какая-то пыль будет от ниточек, все это вместе нужно сгрести, отправить в этот черный пакет. После этого взять жменю соли и бросить в этот черный пакет сверху и сказать такие слова: «Гореть тебе вовек». И мы после этого закрываем, и если вы живете в квартире, да, выносим за пределы своей квартиры. И после этого вы уже можете заниматься своими утренними процедурами. После того, как вы будете идти на работу, сначала мы идем, выбрасываем вот это в мусор, возвращаемся домой, берем там свою сумку, что вы берете, и после этого вы идете далее уже по своим делам. Вот здесь это очень важно. То есть мы не идем на работу и между делом, между прочим, выбрасываем это в мусор. Нет, мы уже готовы, берем этот пакет, выносим, возвращаемся домой, берем сумку, и после этого вы уже идете. Обращаем ваше внимание, что в ближайшую неделю ваши недоброжелатели, ваши враги придут к вам. Кто-то будет просить прощения, кто-то захочет подарки вам подарить. Это может быть даже, знаете, это может быть так, что вас захотят угостить каким-то печеньем или каким-то тортиком и так далее. Ваша задача ни в коем случае не принимать. Если бывает, что вам прямо, допустим, вы работаете на работе, и коллега вот вам принесла вот прямо, знаете, на стол положила и чуть ли не говорит: давай кушай, да? В таком случае не трогайте. Когда она отойдет или уйдет, перекрестите именно этот тортик или что это. И потом руками, пожалуйста, не трогайте вот эту сладость или чем вас угощают. Выбросите и тарелку помойте. И в этот момент представляете, что весь негатив уходит вот с вот этим тортиком или что вы кушаете. Также вам могут начать приходить сообщения с тем, чтобы попросить у вас прощения. При этом это могут быть даже приходить прощения из СМС, те люди, которых то есть они будут отправлять из неизвестных номеров. То есть их главная задача зацепить вас энергетически, чтобы вы, знаете, сказали: ну хорошо, я прощаю, всех прощаю. То есть вот этого ни в коем случае даже у вас в мыслях не должно быть, потому что практика, она очень сильная. И вот те люди, недоброжелатели, которые есть в вашем окружении, поверьте, они есть, они будут всеми своими силами пытаться вас вывести из себя, заставить вас, чтобы вы допустили ошибку. И вот здесь ваша задача ни в коем случае эту ошибку не допустить. Также вам могут что-то подарить, ну, например, какую-то красивую корзинку, могут подарить кошелек или прийти к вам на чашку чая с каким-то пирожным. Ни в коем случае это не принимаем. Вообще старайтесь в течение недели, в течение 7 дней никого в доме не приглашать. Кому-то надо с вами обсудить дела, для этого есть кафешки, есть парк, есть любые другие общественные места, но только не дом, пожалуйста. Также, если, например, ваша свекровь начнет к вам стучаться, да, или звонить, что ей надо срочно, то в этот момент, когда она придет к вам в дом, контролируйте ее чуть ли не каждый шаг. И после того, как она уйдет, обязательно проверьте, нет ли нигде никакого подклада. Это очень важно. Вообще лучше никого не впускать в свой дом в течение недели, потому что эта практика, друзья, она очень-очень сильная, она очень эффективная. И здесь ваша задача вот не допустить эту ошибку, не вернуть это зло обратно, потому что вам придется заново это все делать и очищать. Также не забывайте проводить генеральные уборки в своем доме, в своей квартире. Не забывайте о том, что там, где вы работаете, ваше рабочее место, ваш кабинет, также нужно постоянно пересматривать вещи, документы, всякие бумажечки, записочки. Это самое касается мобильного вашего телефона, это касается вашего компьютера, потому что всегда есть застоявшаяся энергия, и, знаете, она как вот тот негатив, который вам отправляет, она вот пытается через это пройти, через эту застоявшуюся энергию, ей легче. Поэтому, чтобы у вас не было никаких разрывов энергетических, очень важно, чтобы вы оберегали себя, особенно если вы публичный человек, если вы лидер по жизни,
жизни, если вы умеете зарабатывать большие, хорошие деньги, если вы путешествуете, если вы публичный человек, потому что многие люди не думают об этом, а потом берутся за голову и кричат: а что мне делать, помогите, спасите. Поэтому, чтобы этого, друзья, не было, пожалуйста, будьте внимательны и будьте чуточку осторожны. Друзья, вот такая вот практика, которая вам может помочь. Она очень сильная, поэтому обязательно ее проводите. Да, вот здесь минусы, что нужно ночью поспать в головном уборе. На второй момент 7 дней стараться никого не приглашать и ни у кого ничего не брать из рук, а также никого ни в чем не прощать, потому что таким образом вы открываете дорогу негативу, и люди начинают заново и заново появляться, стучаться в вашу жизнь. А если вы не дадите этому негативу, этот человек, он от вас отвернется, потому что ему станет неинтересно, ему нечем будет питаться от вас энергетически, и он будет искать себе другого человека. Но это, как говорится, уже другая история. Здесь каждый сам за себя. Нужно учиться оберегать себя, свою семью и то, что вы созидаете и творите. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии, пожалуйста, пропишите следующую фразу, кто еще не прописал. Я, ваше полное имя, помним полное имя и пишем с большой буквы. Заслуживаю денег, я заслуживаю иметь много денег, я притягиваю к себе огромные суммы денег. Очень важные слова, которые обязательно рекомендуем всем прописать. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.